Война. День 430. Ситуация на фронтах. В то время, как российские солдаты на фронте все больше жалуются на нехватку боеприпасов, европейские страны наоборот вступили в соперничество за поставку боеприпасов Украине. Так, только в ЕС определили 15 предприятий в 11 странах, которые могут производить 155 мм снаряды. В марте был согласован план передачи Украине миллиона таких снарядов. Германия хочет поставить четверть из этого числа. Воздух. Вчера Россия нанесла ракетный удар по Украине. Всего было выпущено 23 ракеты типа Х-101 и Х-555. Пуски совершались стратегических бомбардировщиков Ту-95 над Каспийским морем. Из 23 ракет удалось перехватить 21. Остальные две попали по жилым объектам. Одна в Днепре, где россияне убили женщину и 2-летнего ребенка. Вторая по жилой панельной 9-этажке в Умане, где на момент записи видео известно, что россияне убили 24 человека, 4 из которых дети. Восток. Продолжаются приграничные обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской области. Причем россияне последнее время используют авиацию для нанесения ударов в этих районах. По линии Сватово-Кременная также сообщается о обстрелах, но линия фронта не изменилась, как и на правом берегу Северского Донца. Основным местом усилий для российских войск остается Бахмут. Судя по всему, командованию так хочется захватить город, как будто от этого зависит исход войны, поэтому российские генералы не жалеют людей на его захват. Бои продолжаются в северо-западной части Бахмута, где россияне медленно продвигаются. Минометы украинской 93-й механизированной бригады обстреляли наемников Вагнера к югу от базы 54-й механизированной бригады, что демонстрирует их продвижение на запад. Также российские войска продвинулись дальше на запад и вышли к Бахмутскому индустриальному техникуму и дороге Т-0504. Дальше был взорван многоэтажный жилой дом, выходящий на дорогу Т-0504 в сторону Ивановского. Вероятно, мы можем предположить, что этот район был потерян, а здание было взорвано отступающими украинскими войсками, чтобы ограничить огневой контроль России над ближайшей территорией. За дорогу через Хромово идут ожесточенные бои, и ситуация там крайне тяжелая. В районе Авдеевки российским войскам, несмотря на большие потери, удалось продвинуться к Невельскому. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без продвижений. Юг. Сегодня утром на нефтебазе, которая обслуживает Черноморский флот в Севастополе, произошел взрыв, зачем последовал мощнейший пожар. Это не первое подобное происшествие в Крыму, но кадры довольно эпичные. Похоже, все большему числу людей становится ясно, что где все начиналось, там должно и закончиться. Речь о Крыме. Именно с его захвата 9 лет назад на самом деле началась война, и именно с его освобождением война должна закончиться. Это понимают и россияне. Те, кто поумнее, уже начал бежать из Крыма, хотя российское руководство твердо намерено оборонять полуостров. Поэтому они обустроили эшелонированную оборону на севере, а также соорудили укрепления вдоль побережья. Также в Крыму россияне держат внушительную группировку войск размером в 10 тысяч человек, хотя в основном это стрелковые части, так как на вооружении у этой массы всего 26 танков, 53 боевых бронемашин, 34 артиллерийских систем и 6 реактивных систем залпового огня. Правда, не стоит забывать, что это скорее резерв, и в случае поражения россиян на сухопутном коридоре в Крым, войска, обороняющие его, отойдут на полуостров и станут основной силой, если, конечно, Украине не удастся их полностью разгромить. Но, как показал опыт предыдущих боев, россияне предпочитают отступать при первой же угрозе окружения. Спасибо за просмотр, также большое спасибо всем, кто поддерживает канал финансово, становясь спонсором на YouTube и Patreon, и спасибо тем, кто лайкает, пишет комментарии адекватные и не забывает про подписку.